Слоны — это добродушные гиганты, которые, как и люди, способны испытывать широкий спектр эмоций. Известно, что у них отличная память. Но достаточно ли у слонов памяти, чтобы узнать человека спустя десятилетия? Посмотрите видео до конца, потому что оно вас удивит. Дафна Хенкинс родилась на большой лесозаготовительной ферме возле деревни Гилгил в Кении. Когда ей было 6 лет, она впервые посетила природный заповедник с отцом. С того дня Дафна поняла, что животные — это ее страсть. Увидев, как замечательно проводить время рядом с красивыми и величественными животными весь день, молодая девушка решила, что хочет посвятить свое будущее помощи беззащитным животным. Она хотела предоставить им безопасное место. Позже она окончила школу первой в классе и даже получила стипендию на медицинское образование. Такие предложения не случались часто. И это была уникальная возможность для молодых кенийцев выбраться из тяжелых условий жизни. Но Дафна отказалась ради своей мечты. Вскоре она встретила своего будущего мужа, Дэвида Шелдрика. Он был основателем национального парка Шаво и так же, как она, с горячей страстью относился к животным. Они влюбились и поженились. Не прошло много времени, и она стала соруководителем заповедника. Работать там и заботиться о различных диких животных было для Дафны как мечта. Она и Дэвид помогали спасать множество диких животных, особенно слонов-сирот. Родители этих животных часто погибали из-за текущей засухи или различных болезней. Однако их часто убивали браконьеры, охотящиеся за этими животными ради их слоновьего бивня, который продавался за большие деньги на рынке слоновой кости. Дафна и ее муж заботились о молодых животных и учили их полезным навыкам. До тех пор, пока они не станут достаточно взрослыми, чтобы вернуться в природу. Когда молодая пара родила своего ребенка Джилл, их счастье казалось совершенным. Дафна была счастлива. Она жила свою мечту, и теперь они были маленькой семьей. Но спустя несколько лет судьба нанесла ей удар. После 17 лет счастливого брака Дафна потеряла мужа из-за сердечного приступа. После смерти Дэвида женщина почувствовала, что ей трудно продолжать свою миссию. Она взяла время на себя, чтобы оплакать утрату. Она была настолько опечалена, что подумала о том, чтобы бросить работу в заповеднике. Она не могла бы пройти по парку без Дэвида. Но что-то внутри нее говорило ей, что она должна продолжать. Она не могла сдаться, она должна продолжать. Мечта ее мужа — сделать мир лучше для животных, должна жить в ней. В тот момент она не могла предположить, какой огромный чудесный опыт ее ждет. Дафна основала свой собственный национальный парк под названием Найроби. Она сосредоточилась на слонах и носорогах и боролась за глобальный запрет на слоновую кость. С течением времени она была удостоена высшей кенийской премии за заботу о животных. Ее также назначили командором Ордена Британской империи королевой Елизаветой II. Однажды, пока она посещала парк, она увидела молодого сиротского слона, который был привезен туда. Бедное создание только что потеряло всю свою семью и боролось приспособиться к новой жизни. Это был не первый раз, когда Дафна воспитывала слона-сироту. Но на этот раз было что-то особенное. Этот слон явно был более привязан к Дафне, чем другие. Бывало время, когда слон был так привязан к ней, что отказывался есть, когда она отсутствовала 2 недели. Она назвала его Камба. Женщина проводила с животным много времени и дарила ему много любви. Она обнимала его, играла с ним и читала ему истории, пока он спокойно спал рядом с ней. Дафна всегда имела глубокую связь со всеми животными в заповеднике. Но это было особенное. Она предпочла бы остаться с Камбой. Но, конечно же, она знала, что когда-то придется его отпустить. Когда он стал достаточно взрослым, чтобы быть отпущенным в природу, ему нужно было уступить место новому животному. Когда пришло время,
Дафна обняла своего маленького друга, в последний раз прощание было очень трудным. Рыдая, женщина отпустила слона в джунгли. Она думала, что больше никогда не увидит своего преданного друга. Она не могла знать, что произойдет через много лет. 28 лет спустя национальный парк все еще существовал. Дафна уже была старше и помогала в парке только время от времени. У нее были проблемы с тазобедренным суставом, и она не могла работать так много, как раньше. Однако это не мешало им приходить в национальный парк почти каждый день и любоваться своими слонами. В тихий весенний день Дафна сидела в парке, как обычно, и наслаждалась днем. Но в тот день произошло нечто удивительное. Стая слонов шла по территории. На первый взгляд, это казалось необычным для этой местности. Но стая остановилась у входа в заповедник. Сначала люди не обратили внимания на это событие. Но когда стая все еще стояла на месте спустя 20 минут, сотрудники стали любопытствовать. Что стая хотела здесь? Нужна ли им помощь или они просто стоят перед воротами так долго? Когда Дафна узнала о стае, она отправилась на указанное место. Она приобрела много опыта работы со слонами за эти годы и поэтому хорошо знала этих животных. Может быть, она сможет выяснить, что вызвало появление стаи. Что произошло дальше, было невероятным. Пока Дафна стояла перед животными, самый большой слон вышел из стаи. Женщина узнала по языку тела слона, что он не впервые видит человека. Понадобилось некоторое время, прежде чем она поняла, кто стоит перед ней. «Камба, это ты?» — спросила она, медленно приближаясь к животному. Затем она обняла слона. Он стоял спокойно и нежно коснулся Дафны хоботом. Это был действительно Камба, слон, которого она спасла тогда. После всех этих лет он не забыл свою приемную мать и теперь поблагодарил ее. Все были поражены доверием, которое животное проявило. Стая пробыла в заповеднике некоторое время, прежде чем вернуться обратно в природу. Как видите, слоны не забывают. Не забудьте оценить видео и подписаться на канал бесплатно.